Семейные конфликты порой приводят к такому тотальному непониманию, будто в ячейке общества живут абсолютно разные люди, вследствие чего глава семьи может уйти из дома, дети пойти своим путем, а вот хранительница очага начинает искать возможности построить все заново. Но что, если в семье существует психически нездоровый человек, который способен выместить свою злость на всех членах семьи? К примеру, взять ружье и просто расстрелять всех тех, кто был ему близок когда-то. Так случилось с героем нашего видеоролика, который однажды создал не просто настоящий ужас, а тот самый ужас Амитивилля. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы начинаем. В 1925 году в штате Нью-Йорке на узком участке земли в Амитивилле располагалось здание голландской колониальной постройки. С большой вероятностью это одна из самых известных резиденций на Лонг-Айленде. Данный дом на Оушен-авеню 112 обязан своей репутации книге «Ужас Амитивилля». Дом в 3 этажа изначально был построен для Джона и Кэтлин Мойнахан, которые в свою очередь купили его у семьи Айрлендж в начале 1920-х годов. Уже в 1960 году дочь Майнаханов продала дом Джону и Мэри Райли. Они прожили в нем 5 лет, а в 1965 году в июне продали дом Рону и Луизе Дефео. В тот момент, когда они купили дом, у Дефео было 4 детей: Рональд младший, Доун, Эллисон и Марк. Также один из детей был уже на подходе, и в том же году на свет был рожден Джон. Когда-то они жили в маленькой квартирке в Бруклине, и перевести всю семью в большой и просторный дом было мечтой Рональда-старшего. Также он называл этот дом «Дом надежды», поскольку он вселял в него большие планы и надежды на будущее. И даже повесил табличку перед входом в дом со словами «Большие надежды». Однако не все выглядело так гармонично, и отношения между женой и детьми нарастали следующие 9 лет, пока не достигла своей трагической кульминации и развязки. Мы переносимся в 1974 год, все тот же штат Нью-Йорк, город Амитивиль. На дворе ноябрьский вечер, а на календаре устрашающе висит цифра 13. Небольшое заведение Генрис Бар было абсолютно знакомым местом для жителей городка, и мужчины, сидящие в нем спокойно, подтягивали пивко, параллельно разбавляя это все интересными диалогами. Такую мирную и приятную обстановку нарушил мужчина, который заявился в бар с криками «Пожалуйста, помогите мне, моих родителей кто-то застрелил». Городок был небольшим, и парня знали почти все. Это был Рональд Джозеф Дефео-младший. 4 добровольцев отправились в дом к Дефео, чтобы оказать хоть какую-то помощь. Уже прибывшие в дом мужчины решили позвонить в полицию и сообщить о том, что произошло в доме. Полиция по приезду в дом были не просто в шоке, они увидели ужасающую картину, где целых 6 членов семьи были убиты в собственных кроватях, а точнее застрелены. Все жертвы лежали строго в одной позе, на животе, и экспертиза показала то, что по родителям было выпущено 2 выстрела, а на братьев и сестер по 1. Сразу подумать на самого Рональда-младшего никто и не планировал, ведь он самостоятельно прибежал в бар, заявил о том, что произошло, и всячески показывал, что он тут ни при чем, а наоборот желает найти виновного. Алиби Дефео-младшего звучало так. Я не спал до 2 ночи и смотрел телевизор, а затем попытался заснуть, но у меня не вышло. По итогу парень ушел на работу, затем несколько раз звонил домой, но трубку уже никто не взял. Вернувшись домой вечером, он проник в него через кухонное окно, поднялся наверх и обнаружил тела своих родителей. Также он сообщил о том, что в подвале их дома некоторое время проживал друг отца, который являлся киллером, Луи Фалини, который спрятал там свои драгоценности, и благодаря таким доводам Дефео Луи стал главным подозреваемым. Казалось бы, подозреваемый найден, а у Рональда алиби, но что-то здесь не складывалось. Тогда детектив Джон Шайервелл приступил к детальному расследованию и отправился к осмотру комнаты Дефео-младшего и сразу же обнаружил в шкафу 2 коробки из-под винтовки. В то же время детектив узнал про то, что у Дефео-младшего был конфликт со своим отцом, и он устроил инсценировки ограбления в фирме отца, но к этому мы вернемся немного позже. Далее еще один детектив стал прижимать в угол Рональда и говорил о том, что семья не могла быть убита до того, как он ушел на работу.
Теперь уже подозреваемый Дефео сообщил новую версию происходящего и сказал, что в 3:30 ночи его разбудил Луи Фалини, который приставил к голове пистолет, и он был не один. Именно со своей бандой он убил всю его семью на его глазах. Дефео по собственной ошибке заранее уничтожил улики. Однако у Фалини действительно оказалось алиби, ведь в день убийства он был в другом штате, и это подтвердилось, а Рональду ничего не оставалось, кроме как чистосердечно признаться в совершенном преступлении. По итогу он убил всю свою семью сам. От тяжелого характера Рональда-старшего страдали все, в особенности круто доставалось от него Рональду-младшему, который то ли от природы, то ли унаследовал нрав отца. Рос угрюмым, жестоким, злым и ленивым. В детстве страдал избыточным весом, а потом похудел и вымахал в здорового детину. Но учиться и работать не очень-то и рвался. Бил мать и постоянно ввязывался в драки, так что из школы его неоднократно грозились выгнать. Был фанатом оружия, часто воровал и употреблял запрещенные вещества. Любил крепко выпить и погулять с дамами легкого поведения, на что у отца регулярно клянчил деньги. Мальчика даже водили к психиатру, но толку от этих визитов было крайне мало. Родители пытались усмирить буйный характер сына, но Рональд в свою очередь понял, что это можно использовать во благо, и стал шантажировать их, выклянчивая себе подарки за хорошее поведение. Шло время, младший рос и стал работать в фирме у отца, но и здесь проделки продолжались. Он то воровал запчасти, то сливал с машин топливо, а за несколько дней до убийства отец с сыном поругались в пух и прах. Сын должен был отвезти в банк крупную сумму денег, но позже заявил своему отцу, что его по дороге ограбили. Как оказалось позже, вором был лучший друг Рональда-младшего, а украденные деньги они просто разделили напополам. Это взбесило отца, и тот пригрозил сыну тем, что выгонит из дома. В ответ он обозвал отца и сказал, что убьет его за жадность. Как мы уже поняли, 13 ноября он осуществил свою угрозу, но начав с отца, не смог остановиться и уничтожил всю свою семью. Когда Рональд признался, он выдал следующее. Это началось так быстро, и я не мог остановиться. А после я сходил в душ и переоделся, а все улики утопил в канализации на другом конце города. Семья Дефео была похоронена 18 ноября в одной могиле, а спустя год начался суд, где адвокат подсудимого делал ставку на то, что Рональд-младший являлся больным человеком и требуется отправить его на лечение. Было утверждено, что он употреблял запрещенные вещества и на протяжении 28 дней слышал голоса в голове, которые и заставили его пойти на убийство всех членов семьи. Но судебный психиатр заявил, что Дефео на момент преступления страдал лишь антисоциальным расстройством личности и поэтому свои действия осознавал. В итоге Рональду дали 6 пожизненных сроков. Умер он в 2021 году, 12 марта, и даже в то время, которое он проводил в заключении, не помешало ему жениться в 3-й раз в своей жизни. Было преступление, получено наказание, и на этом стоило бы завершить историю, но ужасы Амитивилля все еще продолжаются. Ведь после всего этого в данный дом въехала семейная пара с 3 детьми. Именно данная семья приложила усилия, чтобы придать дому мистические нотки. Счастью не было предела, ведь они купили дом по очень низкой цене, а учитывая, что особняк стоит на берегу моря, так это вообще подарок судьбы. В скором времени все семейство стало слышать странные звуки, а на 2-м этаже отчетливо были слышны шаги. Гости, которые приходили, тоже слышали, что кто-то ходит по дому. Хозяйка дома Кэти рассказала им такую жуткую историю, когда одной ночью ее тело поднялось в воздух и стало медленно вращаться. Подобное парение в воздухе происходило несколько часов, после чего она повернула лицо к своему мужу, а тот увидел, как сильно она пострадала и превратилась в 90-летнюю старую женщину. Утром сын Кэти, Дэнни, зашел в швейную комнату. Оконная рама сорвалась и буквально расплющила пальцы мальчика на подоконнике. Родители бросились к машине, чтобы отвезти сына в больницу, но прямо на глазах деформированные пальцы медленно выправились, и через мгновение от тяжелого увечья не осталось и следа. Сначала пара пыталась разобраться, что здесь происходит.
Они вводили в дом специалистов по паранормальным явлениям и даже священника, но через 28 дней семья уехала, оставив в доме многие вещи. В итоге это место стало культовым для любителей странных историй. После того, как они покинули свой собственный дом, они обратились к тогда еще не сильно известным Эду и Лоррейн Уорренам. Но в определенных кругах их знали. 24 февраля 1976 года они приехали в дом вместе с операторами местного телеканала и уже позже расскажут о том, что подверглись нападениям демонов сразу же, как вошли в дом. При выяснении обстоятельств Уоррены сообщат о том, что это зло копилось по причине Рональда-младшего, который посеял невероятное зло и ненависть своим массовым убийством. Эд и Лоррейн провели множество ритуалов и периодически подвергались атакам злых душ, сделав множество аудиозаписей и фотографий. Спустя года они рассказали о том, что этот дом в Амитивилле был самым ужасающим за всю их карьеру, а также это зло, которое было в доме, долгое время их преследовало после проведения сеансов изгнания. Когда все это появилось на телевидении, то Уоррены оказались на пике популярности и закрепились как эксперты по паранормальным явлениям. Джим и Барбара Кромарти купили дом за $55 тысяч в апреле 1977 года. Они не знали, что вскоре о нем будет опубликована книга. К ноябрю семью завалило такое количество нежеланных посетителей, что они решили сменить адрес дома. Это, однако, не помешало любопытным зрителям приходить сюда в любое время дня. К декабрю 1978 года постоянный поток посетителей оказался невыносимым для семьи, которая решила переехать и выставить дом на продажу за $100 тысяч. К тому времени, когда в июле 1979 года ужас Амитивилля вышел на экраны кинотеатров, семья еще не нашли серьезных покупателей. Тем временем новая волна любопытства, вызванная фильмом, затронула их вновь. Семье все-таки удалось продать дом в 1987 году и начать жить спокойно. Все люди, которые когда-либо владели данным домом, заявляли о том, что никакой мистики там не происходило. Все, кроме Лутцев. Именно им не удалось пожить там комфортно и спокойно. Ну и, конечно же, семье Дефео, которая была убита. Можно предполагать то, что Уоррены смогли избавить дом от зла и восстановить светлую энергетику в нем, дать дому покой и тишину. На сегодняшний день дом в Амитивилле продолжает стоять на своем старом месте, однако ему присвоили новый официальный адрес. А все жители города по сей день ненавидят все то, что связано с этой жуткой историей про большие надежды. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подпишитесь на нас, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.